Приветствую всех, дорогие друзья! В этом видео я, как всегда, собрал самые интересные новости железа. Но перед тем, как начать, хочу выразить огромную благодарность всем спонсорам канала за их финансовую поддержку. И только с вашего позволения я начну с изменений по процессорам Ryzen 7000. Вроде как уже официально было известно, что новинки выйдут 15 сентября, но согласно MyDrivers, красные изменили дату запуска Zen 4 на 27 число. Слухи о новой дате запуска появились еще на прошлой неделе, когда AMD начала информировать своих партнеров о возможной двухнедельной задержке. И теперь эту информацию, судя по всему, получил MyDrivers, который, ссылаясь на свои собственные источники, поведал про 27 сентября. Но самое интересное, что именно в этот день будет проходить событие Intel Innovation, где должны представить Raptor Lake. Хотя на официальном уровне никто из производителей не подтвердил, будет ли в этот день анонс синих или старт продаж AMD. В любом случае, если красные решатся выпустить Zen 4 в день анонса конкурента, то это, наверное, будет очень мощный ход в этой вечной битве. Инсайдеры поделились производительностью Core i9-13900K в тесте 7-Zip. Новинка синих проходила тест на памяти DDR5 6400 с таймингами CL34, однако какого объема были планки, неизвестно. По сравнению с 12900K, новинка оказалась на 20% быстрее при сжатии и на 60% при распаковке. Причем данная память DDR5 использовалась как для 13900K, так и для 12900K, поэтому прирост зависит именно от процессора. Такой рост производительности можно объяснить выросшими частотами у больших ядер и, конечно же, наличием целых 16 маленьких. Например, в тесте 7-Zip 13900K бустился до 5716 МГц, тогда как нынешний флагман показывал частоту 5021 МГц. Хорошие вести поведали два китайских новостника со ссылкой на собственные источники в цепочке поставок. Они говорят, что к концу этого месяца цены на видеокарты RTX 30 серии должны быть еще ниже. Как мы знаем, сейчас у Nvidia огромные складские запасы, а самые огромные скидки делаются на топовые видеокарты RTX 3090. При этом AMD опускает цены более эффективно, и, например, в Штатах можно найти RX 6900 XT по $700, что по курсу 43 тысячи рублей. Сейчас же сообщается, что Nvidia хочет предпринять более агрессивные действия, снизив цены еще ниже, чем AMD. При этом отмечается, что красные также планируют снижать цены, и это, наверное, тоже отчасти связано с выходом RDNA 3. Однако пока не уточняется, какие именно модели Nvidia опустит в цене, но ясно одно, что у зеленых меньше времени, чем у красных. Ведь поколение RTX 4000 планируется начать выпускать уже в октябре, тогда как красные метят на релиз новинок в ноябре. Нам же остается надеяться, что цены упадут не только на флагманы, ведь те же RTX 3060 и 3070 не сильно хотят уходить от своего MSRP. А чтобы получать еще больше новостей, рекомендую вам подписаться на мой новостной телеграм-канал, ссылочка на который всегда лежит в описании под роликом. Производители SSD продолжают придумывать новые способы продать свой накопитель, и новым подходом стала графеновая наклейка. Компания Team Group просто сделала наклейку, которая проводит тепло, и даже вручила ей название Heat Dissipating Graphene SSD Label. Такое творение будет присутствовать в новейших накопителях MP44L, которые используют PCI Express 4.0. Однако, кроме рекламных скриншотов наклейки, никто так и не рассказал, насколько она эффективна и есть ли в ней вообще какой-то смысл. В прошлом месяце выяснилось, что китайская компания SMIC уже около года снабжает своих клиентов чипами, которые по характеристикам близки к 7 нанометрам TSMC. В условиях санкций и отсутствия доступа к передовому оборудованию наладить такое производство было крайне трудно, но ветеран TSMC заявил, что SMIC не обязательно украла все у TSMC. Интересные комментарии прозвучали в интервью DigiTimes бывшего главного юриста TSMC Ричарда Терстона, который в этой должности проработал 15 лет. Принято считать, что Лян Мон Сун, который сейчас выступает в роли одного из генеральных директоров SMIC, перенес с прежнего места работы в TSMC не только профессиональные компетенции, но и некоторые технологические секреты. Однако одной только этой фигурой дело не ограничилось, и со временем в штате SMIC осело немало специалистов из TSMC. Ричард подчеркивает, что у него нет достоверной информации об успехах SMIC в освоении 7-нанометровой технологии или ее аналогов, но зато он знает, насколько тщательно в TSMC сохраняются технологические секреты. Судебное разбирательство между SMIC и TSMC тянутся с 2003 года, и процедуры контроля за соблюдением интересов TSMC были проработаны очень тщательно. По мнению Терстона, профессиональные качества гендиректора и серьезные финансовые вливания китайских властей могли позволить компании освоить более передовую литографию. Причем он отмечает, что освоить именно самим, без какого-либо воровства технологий у TSMC.
Недавно США ввели новые правила экспортного контроля в отношении Китая, запретив продавать компаниям из Поднебесной программное обеспечение, которое может служить для разработки передовых чипов с транзисторами GAA-FET. Очевидно, что это негативно отразится на китайской полупроводниковой индустрии, и аналитическое агентство TrendForce объяснило почему. По оценкам агентства, на рынке программного обеспечения EDA действует всего несколько крупных игроков, включая Synopsys, Cadence и Siemens, которые в 2021 году занимали 75% всего рынка. Для оценки эффекта, который способны оказать санкции на китайскую индустрию в целом, достаточно вспомнить, что в 2019 году США внесли в черный список принадлежащую Huawei полупроводниковую компанию HiSilicon. В частности, тогда санкции затронули работу китайской компании с американскими Synopsys и Cadence, а бизнесу Huawei был нанесен значительный ущерб. Лидером в разработке китайских EDA решений является компания Empyrean Technology, но ее влияние и доходы пока крайне невелики в сравнении с американскими разработчиками. И если китайский софт для разработки аналоговых микросхем и решений для дисплеев уже достаточно зрелый, то, например, ПО для разработки цифровых чипов во многом отстает. И если даже Китай имеет большой запас лицензий на американское ПО, то его все равно придется подключать к сети для обновлений, и их из-за санкций предоставлено уже не будет. Другими словами, весь процесс будет контролироваться и ограничиваться непосредственно из США. Хотя, как ожидается, в краткосрочной перспективе китайским разработчикам не понадобится софт для разработки чипов с транзисторами GAA-FET, так как он им будет необходим уже для разработки 3-нанометровых чипов в ближайшие лет 5. В любом случае, без американских программных инструментов у китайских разработчиков обязательно возникнут значительные проблемы с созданием современных решений. И более того, соответствующее ПО потребуется и китайским контрактным производителям чипов, поэтому ограничения могут оказать долговременный негативный эффект на китайскую полупроводниковую индустрию. Долгое время Microsoft не раскрывала данные про объемы продаж игровых консолей прошлого поколения, входящих в семейство Xbox One. Теперь же стало известно, что конкурирующая консоль PlayStation 4 обогнала Xbox One, причем сделала это более чем уверенно. Информация по данному вопросу была обнаружена в документах, которые Microsoft подала в антимонопольную службу Бразилии. Говорится, что Sony превзошла Microsoft по продажам консолей и числу установок, продав более чем в 2 раза больше консолей, чем устройств Xbox прошлого поколения. Иными словами, Microsoft более чем в 2 раза проиграла битву в прошлом поколении консолей. По состоянию на март этого года Sony реализовала 117,2 миллиона консолей PlayStation 4. И хоть точных цифр от Microsoft нет, но очевидно, что компания поставила на рынок менее 58,5 миллионов устройств семейства Xbox One. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и, надеюсь, поддержали прожатым лайком. Также хочу напомнить, что вы всегда можете поддержать проект через Boosty, донат на карту или через спонсорство на YouTube. До скорого, друзья!